мы пришли к Равалу. Это место, где появилась Шримати Радхарани. Как мы ходили на Варшану, посещали Варшану, это место, где жила Шримати Радхарани. Мы увидим, где Кришна родился в Гокуле. И после этого он отправился в Нандаграм. И когда Нанда Махарадж отправился в Нандаграм, то Вришабхану Махарадж отправился на Варшану. Пели эту замечательную песню Рупа Госвами. Радхи Jaya Jaya Madhava Dayati. All glories to Radharani, who's the beloved of Sri Krishna. Вся слава Шримати Радхарани, которая является возлюбленной Шри Кришны. Gokula Taruni Mandala Mohite. Taruni means young girl. Even the young girls of Gokul are mohit, bewildered by seeing the beauty of Radharani. Таруни значит молодая девушка. Даже молодые девушки Гокулы были увлечены красотой Шримати Радхарани. So somebody may ask, Rupa Goswami is a big Sanskrit scholar, very exalted personality. Why is he writing a song about young girl? Итак, Шрила Рупа Госвами очень возвышенный ученый, очень грамотный, знаток санскрита. Почему он так пишет, молодая девушка? The Prabhupada explains, he says, Sanaka, Sanatana, Varnita, Chadite. Just like we know, Chaitanya Charitamrita. Мы знаем в читании Чаритамрите. So Charita means character. Чарита значит характер. So even Sanak, Sanatan, the four Kumaras who were brahmacharis since the beginning of the universe, they're glorifying the character of Radharani. Что даже Санатана, то есть 4 Кумара, которые являются брамачари, прославляют качество Шримати Радхарани. So we're not talking about ordinary girl. Поэтому мы говорим не об обычной девушке. We're talking about that Hladini Shakti of Lord Krishna. Мы говорим о Хладини Шакти Господа Кришны. Because Krishna's very being, that is called Swarup Shakti. Потому что Кришна, энергия Кришны, Сварупа Шакти, имеет 3 части, делится на Сандини Шакти – это энергия существования. Самбит Шакти – это энергия знания. И Хладини Шакти – это энергия блаженства, ананды. И это Хладини Шакти, который является самим Кришной, в облике Шримати Радхарани. Проявляется Шримати Радхарани. Поэтому мы не должны думать о ней, как о обычной девушке. So to understand the appearance of Srimati Radhika, we're going to have to go way back many thousands of years ago. И чтобы понять явление Шримати Радхарани, нам нужно попасть много-много дней назад, далеко-далеко прошлое. There was a very beautiful princess named Kalavati. Была очень прекрасная принцесса по имени Калавати. And a very beautiful prince named Sucharu. Прекрасный принц по имени Сучару. And they had a their parents arranged a very beautiful wedding for them. Их родители устроили очень красивую свадьбу для них. Just like we saw a couple of months ago, a very beautiful wedding was there, prince and princess. Everybody was talking and seeing everywhere. Несколько месяцев назад была очень красивая свадьба между принцем и принцессой, и все об этом говорили. Но это было гораздо красивее, гораздо лучше.
после того, как они поженились, then they went to the forest to perform penances and austerities. они пошли в лес совершать аскезы. They were just lying on dry grass Они просто лежали на and траве eating only berries that monkeys eat. и ели только то, что едят обезьяны. То же самое Now, фрукты. this was very astonishing. И это было очень тяжело. Because we saw this prince and princess, they got married. Where'd they go? They went to America. Очень странно, потому что те принцы и принцессы, которых мы видели по And stayed телевизору, at big они hotels. остановились в большом отеле. Now this was very astonishing. Это очень непонятно. Because ordinarily after we get married, we think, oh, no more sleeping on a mat in the ashram anymore. Потому что обычно после того, как мы женимся, мы думаем, ну все, больше не буду спать на полу в No ашраме. more temple prasada. Now we get puri and paneer sabji and halava. Теперь буду есть по-человечески. But they went to the forest and performed great penances and austerities, lying on dry grass and eating berries only monkeys eat. Но они пошли в лес и совершали суровые аскезы. So Lord Brahma was very satisfied with their austerities, so he appeared there. И Господь Брахма был очень доволен их аскезами. He said, what is it that you desire? Он спросил, какое ваше желание, чего вы хотите? And they said, we want to get the goddess of fortune Lakshmi Ji as our daughter in order to render service to her. Они ответили, мы хотим, чтобы сама богиня удачи Лакшми Деви пришла как наша дочь. Now Lord Brahma was very surprised. И Господь Брахма очень удивился. Generally, when they come to ask for what is the benediction, there's a big long list. Обычно, когда его спрашивают о благословении, то достают длинный список We want this желаний. and this and this and this and this and this. Нам нужно это и еще вот это. And 90 days credit for the next sacrifice, we want this and this and this. И вот до следующего жертвоприношения еще, пожалуйста, вот это в долг. Можно нам? Anybody know Hindi who can translate for my friend Mr. Mitchell here? No, you know Hindi? Can you translate for him? He doesn't understand English at all. So let Mataji come close so she can translate for him. So, where were we? About big list Oh, yes, big list. of wishes. Give me a job and a car and a house by the sea, Swami Jai Jagadish Hari. Дай мне работу, машину и... But they were asking for service. So Lord Brahma was very, very satisfied. Но они попросили его о том, что очень удовлетворило Господа Брахму их Not only will желание. I give you Lakshmi Ji, but I will give you the Mahalakshmi, Srimati Radhika. Если вы хотите Лакшми, то я вам дам не просто Лакшми, я дам вам Маха Лакшми, Шримати Радхику. You will get Srimati Radharani as your daughter. У вас сама Шримати Радхарани родится, как ваша дочь. So next time they came as Vrishabhanu and Kirtida. И они приняли рождение в Вришабхану и Кирти. And again they were married together. И снова поженились. And they were always desiring to have a daughter. И опять же у них появилось желание получить дочь. But they had one son, Но у них был сын, Sridham. Шридам. Sridham is older brother of Radharani. Шридам это старший брат Шримати Радхарани. But still they were always desiring to have a daughter. Но они все еще желали But no получить daughter дочь. was coming. No daughter was coming. Но так дочь и не приходила. Then one day, it was the month of Bhadra. И однажды был месяц Бадра. It was the 8th day, Astami, of the bright half of Bhadra. Был 4-й день Аштами, светлой половины месяца. So every morning, Mr. Banu Maharaj used to go before Mangalarati down to the Jamuna, which used to flow right here, and take his bath. И каждое утро перед Мангаларати Вришабхану Махарадж спускался к Ямуну, к реке Ямуне, вот прямо здесь, и принимал омовение. You want to translate for him? It's okay. Want to come sit here? So, as he was going down to the Jamuna, he saw something shining in the water. И когда он спускался к Ямуне, он увидел что-то светящееся в воде. Everybody sort of move over so we can make some space.
And as he got closer, he finally saw that it was a golden lotus flower sparkling in Jamuna. И когда он подошел ближе, он увидел, что это золотой лотос сияет в Ямуне. As he got closer, he saw within that lotus flower, in the golden world of that lotus flower, was a beautiful baby, golden baby girl. А когда он подошел еще ближе, то он увидел, что в этом лотосе лежит золотая девочка, золотая малышка. As the second month of rainy season, the current was too heavy. He couldn't reach to that lotus flower. Но поскольку воды было очень много, уже было 2 месяца сезона дождей, вода поднялась, и он не мог добраться до этого лотоса. И спустился сам Господь Брахма на своем лебеде, самолете лебеде. Он достал эту девочку из лотоса. Он напомнил Вришабану о своем предыдущем благословении и отдал эту малышку Вришабану. И Вришабану тут же побежал во дворец. О, Деви, we got our daughter. О, Деви, у нас есть дочь, у нас есть дочь. And Kartika came running. И Кирти тоже побежала. And she took that baby girl from Vrishabhanu's arms and just held her close to her breast. Она взяла эту девочку из рук Вришабану и прижала к своей груди. So soft like butter. Она была такая мягкая, как масло. Beautiful golden complexion. Она красавица, золотого цвета. И каждая часть, каждый кусочек ее тела был очень красивый. Прекрасные ладошки и стопы с особенными линиями. Каждая часть ее тела была удивительно красивой, особенно. И ее глаза, она была полностью слепая. Чтобы понять, что такое слепота, нужно подняться в Голоку. Однажды на Голоке, хотя сложно говорить однажды, потому что там вечность, Krishna Chandra told Radharani, "Hey Radhe." Кришна Чандра сказал Радхарани, «Hey Радхи, now the Dwapara Yuga is coming to end on the earth. We will go there and display our pastimes." А вот Двапара Юга заканчивается, нам нужно идти на землю и играть наши игры. Radharani said, "I don't want to go to that nasty dark material world." Радхарани сказал, я не хочу в этот грязный материальный мир. Where no one is doing your service. Ты делай свое служение. No one is chanting your name. Там никто не делает служение, не служит тебе, не распевает тебя. Они все погружены в чувственное наслаждение. Никакого Вриндавана, никакой Ямуны, никакого Гирираджа. Нет ничего, где бы я могла быть счастлива. И Кришна Чандра сказал, «Хей, Рада, просто посмотри. Ты видишь, Вриндаван уже спустился туда. Ямуна уже спустилась туда. Там уже и Гирирадж». And Radharani saw shining on the face of the dark earth this beautiful Golok Dham was there, Gokul Dham was there. И Радхарани увидела сияние, сияющую точку на этой темной земле. Это Голока Дхама спустилась. Не думайте, что вы просто сидите в Вриндаване, вы сидите в духовном месте, в духовном мире. So then Radharani said, "All right, I'll go, but I don't want to see anyone or anything until I can see your mukha chandra, moon-like face." И Радхарани сказала, хорошо, я приду туда, но я не хочу видеть никого до того момента, пока я не увижу твое прекрасное лицо, луноподобное лицо. И поэтому она родилась слепой. Но она была настолько красива, что даже не важно было, что она слепая. Narmani had his new tablets loaded up with his astrology program. У Нарады Муни была особая таблетка, астрологическая программа. He saw this is the time and this is the place where that Ladini Shakti of Lord Krishna should appear. И он вычислил, что как раз наступило время, и вот в этом месте должна явиться Ладини Шакти Господа Кришны. So he began to wander hither and thither.
И он начал думать об этом больше и больше. И пытаться понять, где же она явилась. Он пришел во дворец Вришабану. Постучал в дверь. И когда дверь открыли, все видели, что там Нарада Муни. И закричали, да, Вришабану, Нарада Муни пришел. Вришабану лично подошел к двери, чтобы увидеть его. Дорогой Махарадж, проходи. Пожалуйста, садись на мой трон. Он умыл стопы у Нарада Муни. Окропил свою голову и голову всех присутствующих. И сел рядом со своим троном. И он сказал Нараду Муни, как могу служить вам? Нараду Муни сказал, да, у тебя есть дети? Да, Махарадж, у меня есть один сын. Один сын? Да, Махарадж, один сын. Нарада Муни вновь погрузился в расчеты. Как один сын? Да, Махарадж, один сын. Ну-ка, покажи его. И они привели Шри Дхаму, и Нарада Муни дал ему все благословения. Он необычный мальчик, ты должен заботиться о нем особенным образом. И после этого Нарада Муни собрался уходить. Но Vrishabhanu can see some unhappiness in Narada Muni's face. Вришабану видел, что на лице Нарада Муни есть какая-то печать неудовлетворенности. И он подошел к двери. Когда Нарада Муни подошел, он сказал, подожди, Махарадж. Ты что, соврал? Махарадж, у меня есть дочка, но она слепая, поэтому я боялся показать ее тебе. Одна дочь, и Нарада Муни тут же побежал обратно. Веди ее сюда. И они принесли Радарани перед Нарада Муни. И он знал, кто это. Он купался в нектаре трансцендентного блаженства, получая даршан Шримати Радхарани. Описывается, что он пребывал в экстазе в течение часа, не мог ни говорить, ни делать чего-то другого. И когда он вернулся в внешнее сознание, он сказал, я знаю, как вылечить эту слепоту. Вам нужно приготовить пир, нужно сделать это и это. Все приготовления, все составные части, все должны быть готовы. Вы должны прийти на базар и купить все вот эти вот ингредиенты, которые я сказал. А потом нужно пригласить Нанду и Ишоду, чтобы они вкусили прасад. И все посмотрели на этот список. Но Нарада Муни очень умный. Все побежали на базар покупать все эти вещи. И Нарада Муни остался наедине с Шримати Радхарани. И он стал предлагать ей прекрасные молитвы. И Радарани улыбнулась и сказала, каково твое желание? И он сказал, я хочу видеть твою форму кишори, 13-14-летней девочки. И незамедлительно Шримати Радхарани приняла эту кишори форму. И тут же появились все аштасакхи в своих кишори формах.
Народ ему не снова погрузился в нектар трансцендентного блаженства. Он только мог вздыхать и предлагать свои поклоны всем. Но в то время послали за Нандой и Ишодой, пока все готовилось. Когда Ишода пришла, они увидели прекрасную маленькую девочку. Настолько прекрасно, что даже не важно, что она слепая. А Кришна родился на 1 год и 15 дней раньше. И он уже карабкался выше и выше. Увидел красивую корзину. И он стал карабкаться в корзину, чтобы посмотреть, что же там внутри. Он заглянул внутрь. Now you've seen how Mother Yasoda, she paints all these beautiful sandalwood and saffron and aguru and kapoor paintings on Krishna's face. И вы видите на рисунках, как мама Ишода украшает Кришну шафраном и различными другими красками его лицо. So that divine fragrance entered into Radharani's beautiful sesame flower-like nose. И этот божественный неземной запах проник в нос Шримати Радхарани. The other day we didn't walk from Madhuvan to Talavan, but if we would have walked, we would have seen the sesame fields. Мы с вами не ходили из Мадхувана в Талаван, но если пойдем пешком, то увидим поля. So one time I saw the sesame flowers, so I picked one and looked at it. С цветами. Однажды я шел мимо, сорвал один из этих цветов. Didn't it all look like a nose to me? И нес нос. But the next year when we came, I saw the sesame flower just sitting on the plant. Но на следующий год, когда я пришел, я увидел, что and the petal comes down and goes like this. And 2 little petals on each side, just like this. На повеле из них просто капают капли. Then I could understand how Radharani's nose is just as beautiful as the sesame flower. И я тогда понял, как это так может быть. Entered into Radharani's beautiful sesame flower-like nose. Что нос Радхарани прекрасный, подобен цветку. И как в него проник запах Кришны. И так луноподобное прекрасное лицо Кришны Чандра оказалось прямо перед лицом Шримати Радхарани. Просто пробуйте понять, как Прабхудананда Сарасвати описывает. Что Шримати Радхарани then Krishna's flute falls from his hand. Флейта упала из рук Кришны. Упала из рук Кришны. He doesn't even notice. Он даже этого не понял. That's just from a tiny little sidelong glance. И глазки Радхарани приоткрылись. Now they're face to face. И стали приоткрываться, да? Это просто от взгляда Шримати Радхарани из уголка глаза. Из уголка глаза Шримати Радхарани, от маленького взгляда из уголка глаз Шримати Радхарани Кришна выронил из рук свою флейту. Он даже этого не понял. И они оказались лицом к лицу. Просто представьте. And stared with so much love into Krishna's beautiful lotus petal eyes. Рани открыла свои прекрасные глаза, подобные лепесткам лотоса, и она смотрела прямо в глаза Кришны. So much love was flowing between those eyes. И между их глазами было столько любви. So much love was flowing between those eyes. Она просто плавала между их глазами. So much love was flowing between those eyes. Столько любви плавало между их глазами, что если бы вы просто палец сюда опустили и попробовали, and they both began to laugh. Они оба стали смеяться. And when they began to laugh, then all the parents
И когда они стали смеяться, то умы всех их родителей были привлечены этим. Они были полностью изумлены, глядя в прекрасные лотосные глаза Шримати Радхарани, подобные лепесткам лотоса, которые были широко открыты, смотрели в глаза Кришны. Мы были изумлены, насколько умен Нарада Муни, что он устроил. И поскольку это все происходило во время завтрака, то завершилось к полудню. Итак, до скольки мы постимся в Радхаштаме? Да, до полудня. Радха очень-очень милостива. Кришна суровый, нам нужно поститься до полночи. И если вы придете сюда в Радхаштаме в 7 утра, то все сидят вот так же близко, как мы с вами. Около 4-5 автобусов и 20 машин, это минимум. Но все очень умиротворены и просто наблюдают, как проходит арати. Но если вы пойдете на Варшану, как только вы откроете шторки, все будут прыгать и толкать вас вперед, толкать друг друга в разные стороны. И ваши стопы так и не коснутся земли, если пойдете вперед, назад. В течение получаса вы можете пытаться идти туда или в другую сторону, но ваши стопы так земли не коснутся. Но вам лучше прийти туда предыдущим вечером, потому что они открывают двери только после абхишеки, 2 часа. Да, сейчас 7 утра, а открывают алтарь где-то в 5 утра. И вот это прекрасное божество Лали Лал. Bhakti Ratnakar explains in the 5th chapter, which is about Vraja Prabhu. Объясняет в 5 главе Враджа. Like our brother Vidyanidhi Prabhu has translated as Mathura Mandal Prikama. Как Пундарида Видяницкий перевел это Маthura Mandal Prikama. That Mahaprabhu came here when he was doing Prikama. And he stayed for 3 days. Пришел сюда, когда совершал парикраму. Он оставался здесь в течение 3 дней, невозможно описать экстаз, в котором он пребывал. Теперь мы можем получить прекрасный даршан Лали-Лал. Все подходите ближе, получайте даршан. Да, обычно фотографировать не разрешено. Обычно фотографировать разрешено? Не разрешено.